классе литровых туристов преобладают мотоциклы с верховыми двигателями либо со спорттуристической посадкой. Просто достаточно быстрых мотоциклов с расслабленной посадкой и низовым двигателем для тех, кто не хочет быть самым быстрым на районе, в этом сегменте не особо много, поэтому меня заинтересовал Moto Guzzi V100. Плюс в V100 при довольно умеренной цене присутствует пачка интересных технологических решений. Стоит сказать, что для Moto Guzzi эта модель во многом концепт. Первый двигатель с водяным охлаждением, первая полуактивная подвеска и прочее. Да, парни до последнего выпускали только воздушники. В итоге мотоцикл получился со странностями. Как будто деду, который всю жизнь собирал винтажную технику, дали топовые гоночные технологии, и дед из этих деталей опять собрал ретро-байк. Двигатель V100 задает стиль всей комнате, с него и начнем. Я до обзора не смотрел график с диностенда, но видел, что по геометрии цилиндры почти квадратные. Обычно это намекает, что будут жирные низы, но вялый набор оборотов. Если хотите самую первую реакцию – разочарование. Мотор относительно низовой, да, но ему не хватает тяги, чтобы почувствовать вот этот пауэр-круизерный вайб. Он не ощущается мощным. Даже более вялая реакция на ручку газа, чем я ожидал. Сначала подумал, что может я режим двигателя спутал, настраивается цифрами от 1 до 3, теоретически это возможно. Поменял на рейн, где отклик не трогал. Может быть настолько хуже? Все, понял, отстал. Манделы из серии спокойных литров типа Вистром или NT1100. Более того, двигатель оказался не такой жирный внизу, как я ожидал. Чтобы почувствовать драйв, мотор нужно крутить от 5000 и выше. Вот в этом диапазоне двигатель просыпается и дает приятное ускорение. Чувствуешь, что вот тут честная литровая динамика, однако до высоких оборотов Мандела нужно долго раскручивать. В целом я довольно часто откручивал ручку до упора с мыслями «ну давай уже, поехали». Потом к мотору привык, выключил режим обзорщика с ожиданием большего от двигателя и стал просто наслаждаться. Во-первых, двигатель мягкий, от целого дня за рулем не устаешь. На холостых мотоциклах слегка трясется, но когда едешь, все более чем хорошо с точки зрения вибраций. Во-вторых, мотор эластичный, я имею в виду вот что. Если с 2000 оборотов ручку открутить, обычно даже мощные мотоциклы чихают, дергаются и толком не ускоряются, пока не дойдут где-нибудь до 4000 оборотов. Оттуда начинаются реальные рабочие обороты. Ниже может быть достаточно крутящего момента, но нужно или медленно прибавлять газ, или подтравливать сцеплением. Мандела гладко реагирует и не дергается, приятно сидеть на низких оборотах. Это тонкий нюанс, который в графиках не передать. Здесь забавная ситуация. Подложил под подножку щепку, спокойно на дроне летал, и минут через 15 подножка вместе с щепкой таки провалились в землю. Минус 520 евро на ровном месте. Хорошо, что меня поддерживают бустеры и патроны, не так обидно. Собственно, существование этого обзора целиком заслуга бустеров и патронов, это не кокетство. К сожалению, на V100 просто отвратительный квикшифтер. Настолько, что я перестал им пользоваться совсем. При этом коробка передач сама грубоватая и тягучая. Для спорт-туристов характерны мгновенные операции, а здесь каждое переключение – выраженное неторопливое действие с чувством, с толком. У вас при всем желании не получится насаживать передачки в спортивном режиме. Стоя на светофоре с нейтрали на первую включаешь, аж ударная волна по всему району идет. Но вот эта эластичность спасает, двигатель позволяет реже переключаться, раз не хочется. Как на Волге одну передачу включил и катайся весь день. В горах, где скорость бегает от 30 до 120 км в час, третья передача все покрывает и работает ровно. Не нужно подкручивать и сцеплением играться. Или, например, кольцо проезжаешь 25-30 км в час, можно ехать на третьей передаче. Есть ощущение, что двигателю хорошо, не нужно поглаживать сцепление. Короче, если забыть про спорт, вот в таком ленивом режиме мотор доставляет только удовольствие. Еще здесь своеобразное поведение из-за кардана. У Moto Guzzi был свой вариант параливера на старом Stelvio, но почему-то от него отказались. При открытии газа есть легкий карданный эффект, чего на новых мотоциклах нет. Эффект сглажен длинным маятником, но все равно есть. И при торможении двигателем в какой-то момент чувствуется пинок. Для примера, за день до Манделы ездил на новом 1200-м Тигре. Вот там кардан на себя внимания не обращает никак, как и на BMW, а здесь чувствуешь, что едешь именно на мотоцикле с карданом. Это не мешает, если ездить в умеренном режиме, просто прикольный винтажный нюанс, как легкое покачивание мотоцикла в сторону при откручивании ручки газа. Если каждый поворот под коленочку, будет бесить, что не всегда удается добиться плавности типичного спорттуриста, есть рывки.
Подвеска, которая доступна в богатой версии S, наглядный пример, что фабрика не умеет в современные технологии. Здесь стоит полуактивная подвеска под управлением Yolens Smart EC2.0. По-честному, это перебор для почти квадратного характера Moto Guzzi со 115 силами на 233 килограмма. Но с чего вдруг, понятно. В Guzzi раньше никаких полуактивных подвесок не было. Moto Guzzi и Aprilia в одном холдинге Piaggio. Если не брать старые модели, у Aprilia сейчас полуактивная подвеска только на супербайке RSV 4. Как на всех уважающих себя топовых супербайках, начиная от Yamaha R1M и заканчивая Ducati Panigale V4 SP2, стоит система управления Yolens Smart EC2.0. Поправьте в комментариях, если я не прав, но если не брать гипернейкеды и топовые супербайки, единственный конкурент с такой системой Multistrada V4 Pikes Peak. Тоже непростой байк с в 1,5 раза большей мощностью и почти в 2 раза большей стоимостью. Mandela что-то не в ту компанию попал. Там, конечно, сами железки не те же самые, но все равно, это топ. Думаю, ребята из Guzzi спросили у Aprilia, что у вас там есть на складе? Ну, вот Yolens Smart лежит, вроде хвалят. Yolens Smart EC2.0 на сегодняшний день самая крутая подвеска с выраженной логикой Ground Hook. Skyhook, которая стоит на всех мультистрадах, кроме V4 Pikes Peak, с выраженным обратным действием, когда подвеска пытается все неровности отрабатывать для максимального комфорта пилота. Особо ничего не чувствуешь, но обратная связь слабая, плывешь по дороге. Ground Hook, которая, например, на всех электронных подвесках VP или вот на Yolens Smart, пытается сохранить на любых неровностях максимальное пятно контакта резины и асфальта. Если проще, мотоцикл старается быть приклеенным к асфальту, давая улучшенную обратную связь. Это как спортивная дубовая подвеска, но алгоритмы ее чуть подразжимают по необходимости, чтобы колеса не отскакивали. Yolens описывает, что подвеска дает ощущение постоянного давления на колесо. Это довольно точно отражает, что чувствуешь во время езды. Со Skyhook'ом в принципе невозможно сравнивать, это диаметрально противоположные подвески. И у VP даже на Super Adventure или Super Duke GT простенько работает подвеска по сравнению с Yolens Smart. Не просто так ее ставят на топовые модели. Причем я сразу после Pikes Peak катался на Super Duke GT. После настолько идеальной подвески VP воспринимается просто грубой, хотя в реальности это неплохая подвеска, которую я всегда хвалил. А теперь закатайте губу. В Moto Guzzi всю жизнь ездили на винтажных подвесках, и они эту чудо-подвеску попытались перенастроить в привычном для себя стиле. Забавный нюанс в том, что на Moto Guzzi преднатяг амортизатора все равно настраивается крутилкой, а не программно. А на вилке преднатяг настраивается ключом. Шел 2023 год. Есть два предустановленных режима, оба отвратительные. Если взять стандартный динамичный режим, казалось бы, спортуха должна быть, тем более здесь короткоходные подвески по 130 мм, а у меня душонка привыкла к кроссоверам. Но при легком дотрагивании до тормоза колесо нещадно клюет, например. В комфортном режиме байк едет в раскачке даже по гладкому асфальту. Такую подвеску только моряки могут назвать комфортной. И для плохой дороги такая настройка не годится, потому что дорожный просвет у байка небольшой. Дно обязано будет насаживаться на кочки. К счастью, здесь можно довольно подробно подстраивать параметры вручную. Я потихоньку подкручивал с умным видом, в итоге остановился на самом дубовом режиме. Единственное, что оставалось зажать, преднатяг вилки, и я не могу сказать, что в таком режиме подвеска стала совсем жесткой. На мой вкус, таким должен быть комфортный режим. Если сравнивать с Pikes Peak, самый жесткий режим со всеми параметрами плюс 5 до максимума у Guzzi, это между средним и комфортным режимами у Ducati. На Guzzi можно сделать, чтобы желе было, у Пика такого даже теоретически не добиться, при том, что там ходы подвесок кроссоверные. И Pikes Peak можно сделать дубовым спортбайком, Guzzi всегда мягковат останется. Оно в целом и ожидаемо, там разное железо, например, у Ducati ломы 48 мм, у Guzzi 43 мм. Я в самом жестком режиме у Guzzi нормально ездил по каменистым дорожкам, снятому асфальту, гравийкам. Комфортно ехать без ударов и подпрыгиваний. Даже в таких условиях нет желания сделать подвеску помягче. Может показаться, что я ругаю подвеску, но нет, она отличная, просто я бы диапазон подвинул. Я для себя добился практически идеального баланса, однако все равно рекомендую сэкономить и взять Moto Guzzi с обычной подвеской, а не электронной. Что там, все равно ручками под себя нужно настраивать, из коробки оно не поедет. В силу того, что это дорожник и диапазон настройки сдвинут слишком в мягкую область, вся эта муть со сменой режимов вам никогда не пригодится, не стоит переплачивать. Обычная подвеска тоже полностью настраиваемая, на ней можно будет добиться примерно того же эффекта.
В базовой версии, правда, стоит не Йолинс, а Каяба, и ломы еще тоньше, но я не настолько влюбился в мотоцикл, чтобы бежать тестировать обычную версию. При ходах 130 мм запороть настраиваемую подвеску довольно сложно, бояться не стоит. Причем базовая версия Mandela толковая, как минимум с круиз-контролем, а квикшифтер доступен как опция. Внезапная вставка из будущего. В итоге я покатался на базовой версии с Каяба. Как и предполагал, если настроить под себя, это хорошая подвеска с правильным балансом комфорта и жесткости. Учитывая, что у 130 миллиметровой подвески без рычажной прогрессии диапазон работы при всем желании узкий, никакими разными режимами вы пользоваться не будете, переплачивать за Йолинс не имеет смысла. Еще заметно, что в базовой версии седло пожестче, но тоже хорошего качества в рамках своего ценового сегмента. И свежим взглядом проанализировал коробку передач. В целом, если брать длинноходные двухцилиндровые двигатели, работает вполне ожидаемо для европейского мотоцикла. Я просто слишком многого хочу и сравниваю либо с настоящими спорт-туристами, где 4 цилиндра, либо с Хондой, которая знает инопланетные секреты коробок передач. Если взять европейские похожие моторы, то же самое. Все, возвращаемся в прошлое. Такая же история с тормозами. Здесь стоят серьезные четырехпоршневые суппорты Brembo M432 спереди и двухпоршневые сзади. Диски по 320 мм спереди и на 280 мм сзади. Я представляю, что Brembo предложили спорт-туристические тормоза, а Moto Guzzi намекнули, что их целевая аудитория не привыкла к таким резким тормозам и нужны колодки попроще. В итоге для спорт-туриста у тормозов прикус плавный-плавный, колесо со страху не заблокируешь. И еще из любопытного, у спорт-туристов задним тормозом обычно пренебрегают, а здесь рабочий, как на круизерах. Тормоза гармонично дополняют двигатель и изначальную подвеску, но в итоге после настройки подвески под себя мне захотелось колодки поменять. К счастью, это вообще не проблема. Более того, после настройки подвески я наконец заметил, что у мотоцикла толковая геометрия. Он достаточно короткобазный, с острым трейлом, широким спортивным колесом и так далее. На узких серпантинах, где особо не разгонишься, мотоцикл дает очень приятные ощущения, прекрасно рулится на шпильках, разворачивается изумительно. Но из-за легкого винтажного шарма в каких-то мелочах он не воспринимается как спорт-турист. Например, у байка толстые грипсы, как на круизерах. Вроде мелочь, а влияет на ощущения. Mandela всегда балансирует между классикой и спортом. Не могу сказать, что мне это не нравится. Да, в секундах проиграешь, но получишь наслаждение. И Mandela точно значительно лучше рулится, чем скрэмблеры и круизеры, да и вообще любой мотоцикл с винтажным флером. V100 действительно управляемый, без скидок на стиль. Кстати, если в городе звук, на мой взгляд, громковат, то в горах резонанс от асфальта уходит назад, и ты слышишь только харизматичный рык с аутентичными прострелами на сбросе газа. Я бы сказал, что это самый красивый звук среди конкурентов. Вернемся к технологии. Moto Guzzi, конечно, перемудрили. Например, Mandela продвигают как первый мотоцикл с активной аэродинамикой. На скорости или при переключении режима выезжают дефлекторы, которые типа улучшают ветрозащиту, заставляя поток воздуха уходить пошире. Звучит лучше, чем есть на самом деле. Скорее ощущение, что специально оставили зазоры между фарой и баком, а потом говорят: смотрите, смертельный номер. Впервые в мире на ваших глазах мы исправим косяки аэродинамики за ваши же деньги. Сделали бы сразу бак пошире на 20 литров, было бы не хуже. Вы про эти крылышки забудете через пару дней. В поле зрения их все равно никогда нет, а обнаружить изменения в аэродинамике можно только в совсем продуваемой экипировке. Я на это недоразумение смотрю и мечтаю, что на скорости могли бы выезжать огромные винглеты, которые создавали бы безумную прижимную силу, при этом выезжали-заезжали только на скорости выше 100. То есть даже при падении их нельзя было бы сломать. Я бы сказал, что это будущее. А так, что-то вроде выезжающих подстаканников в автомобиле, этим только кота удивить можно. Такая же история с электроподъемом стекла. Во-первых, это не то чтобы очень круто. На 300-кубовых китайцах такое давно есть, а Tiger 1200 уже успели вернуться к ручной регулировке. Во-вторых, стандартное стекло сложно назвать туристическим. Что в высоком положении, что в низком, это все равно низкое спортивное стекло. Любой покупатель сразу в верхнее положение поставит и не будет прикасаться к регулировке никогда. По-хорошему нужно было сделать стекло сразу повыше, а не продавать как аксессуар. И при запуске двигателя пусть это стекло-монстр выезжает на заданную пользователям высоту. С одной стороны имели бы повышенный комфорт и вау-фактор при запуске мотоцикла, с другой мод на парковке выглядел бы лаконично. Я бы сказал, что это будущее, а так...
Если говорить про комфорт стекла, зависит от точки зрения. Для спорттуристического стекла неплохо. Ветер не бьет по шлему даже на скоростях под 200, и здесь нет такого давления, как на некоторых спорттуристах, когда шлем вжимается ветром в лоб и приходится бороться с ветром. Стекло объективно хорошо выполняет свою задачу. Хотя в целом у мотоцикла аэродинамика для спорттуриста так себе. Где-нибудь уже на 160 мотоцикл не воблит, конечно, но погуливает по полосе. Даже без боковых кофров. И чем быстрее едешь, тем больше гуляет, поэтому комфортный крейсер около 150, хотя у двигателя огромный запас остается, но быстрее ехать желания нет. Кстати, даже на таких скоростях вибраций двигателя все еще нет, очень комфортно. С другой стороны, стандартное стекло точно не про туризм. Оно не позволяет с открытым визором даже в очках по городу ехать только с закрытым, а учитывая невысокий профиль, визор довольно быстро залепляется насекомыми. И то же самое можно сказать про всю электронику мотоцикла. Ее неожиданно много, в опции даже радар есть, правда только задний. Например, есть ступенчатая подсветка поворотов при наклоне мотоцикла, но работает бестолково. Не освещает путь в повороте, а скорее чутка подсвечивает обочины. Весь смысл технологии – возможность заглянуть за поворот, а здесь все равно едешь вслепую. Да и сам свет обычный, с точки зрения премиальных мотоциклов, не впечатляет. Есть подогрев рук, но толку от него мало, потому что ветер как раз дует в руки и снаружи пальцы промерзают. Не хватает каких-то отсекателей или защиты рук. Реализация подогрева тоже так себе. Греет нормально, но зажигание выключаешь, подогрев рук и сиденья сбрасывается. И опять среди листа меню в поисках подогрева отдельной кнопки тоже нет. Весь такой ультра-нано, но зажали спереди в розетку даже в S. Не, можно в опции докупить, но мотоцикл версии S почти 20-ку стоит. Я не могу вспомнить мотоцикл в этом сегменте, где не было бы розетки. За такие деньги уже можно ожидать и бесключевой доступ хотя бы в топовой комплектации, к слову. Круиз-контроль есть, но с квикшифтером не дружит и при выжиме сцепления не выключает круиз, а просто увеличивает обороты. Лампа круиз-контроля все время мигает в неактивном состоянии. Привет, Touareg. Экран вроде цветной, но сам дисплей Barbie Size, скрытый огромными рамками, и внутри все мелко, надо всматриваться. Та же история была с V85. Интерфейс тоже несовершенен. Например, ну чего бы не дать возможность смотреть запас хода и средний расход одновременно. Вместо нормальной лапки тормоза перевернутая лапка переключения передач, это чисто тактильно ощущается странно. И еще меня удивляет момент. Мотоцикл вроде про стиль, старались сделать элегантно, сложные линии, интересные цвета, консоль, симпатичные диски, затейливая строчка на седле, фонари с претензией, МакГрегор в рекламе. Больше скажу, я месяц без остановки ездил на разных дорогих мотоциклах, и Мандела, единственный, о котором слышал комментарии окружающих, насколько он классно выглядит. В целом там много отсылок к Moto Guzzi или Mans 70-х годов. И жабры, и рисунок, и форма сиденья. Моя любимая часть — практически горизонтальная верхняя линия длинного бака и визуально короткое сиденье, особенно когда кофра нет. Вроде просто, но в современных мотоциклах баки другой формы, и эта уникальность сразу считывается. Но зачем было ставить дефолтные зеркала, похожие на стандартные BMW-шные? Большую часть времени за рулем как раз только зеркала видишь, а эти точно не вызывают ощущения изысканности. Впрочем, это единственное, к чему я могу докопаться с точки зрения дизайна. Если говорить о комфорте, седло полный кайф. Оно и тактильно классное, что-то близкое к замше, и наполнитель неплохой. Важно знать, что угол в коленях острый. Не потому, что он прям уж такой острый, скорее обычный для класса, путешествовать можно. Проблема в том, что это самая слабая часть с точки зрения комфорта. Седло приятное, посадка расслабленная, не нужно тянуться за рулем, надоедливых вибраций у двигателя нет, комфортная подвеска. Да, стекло не всем понравится, но есть и опциональные от Guzzi и от других производителей. И получается, что в дальнике будешь чувствовать только затекающие колени. Причем запас для занижения подножек есть, просто инженеры пытались сидеть на двух стульях, дав возможность экстремально закладывать мотоцикл, что Мандели точно не нужно. К счастью, когда я записываю обзор, уже выпускаются комплекты для занижения подножек хоть на 4 см, и выглядит это все лаконично, плюс есть более высокое седло, так что особой проблемы нет. Что сложно поправить тюнингом? Бак. Официальный расход 4,7 литра на 100 км. У меня расход почти всегда держался на 5,5. Тут нужно уточнить, что я забрал мотоцикл на новой резине, как минимум в первый день ездил очень аккуратно. По факту запас на 300 км, что даже для спорттуристов так себе. Больше претензий у меня нет. Если добавить немного тюнинга, получится вполне комфортный туристический мотоцикл.
Высота по седлу у мотоцикла более чем умеренная даже со стандартным сиденьем, а еще есть заниженная. Само седло не какое-то супер широкое и вес обычный, поэтому мотоцикл неплохо подходит и для людей с низким ростом. Я сдержанно рекомендую, но Манделла сложно с чем-то сравнивать. Если брать кардан как основной критерий, тогда сравнивать можно будет только с 1250 RS и Moto Guzzi V85. Все равно не то. Если забыть про кардан и ориентироваться на туристические модели в похожем ценнике, разнообразно, но не то же самое. Нет моделей конкурентов с винтажным шармом. Если обратиться к всезнающим подсказкам запросов YouTube, собственно да, основное сравнение с 1250 RS. И где-то вдалеке виднеется сравнение с Multistrada V2, что, кстати, тоже разумно. Когда увидел Манделла вживую, сразу же подумал о том, что только Ducati тоже вот так сложно работает с пластикой. С точки зрения эстетичного туристического мотоцикла в этом ценнике, да, Multistrada вполне конкурент V100, хотя они все-таки в разных классах. И у Multistrada верхнеоборотистый дерганный двигатель прям на любителя. Плюс Multistrad в Европе бешеное количество, и они глаз давно не цепляют. К слову, Moto Guzzi обещают на базе V100 выпустить кроссовер, имеющий право на существование. Сравнивая с 1250 RS, во-первых, BMW выглядит явно не так эстетично, загнутая посадка с намеком на спорт, чего у Манделла нет, и V100 комфортнее хотя бы за счет отсутствия вибраций и нормального седла. RS еще и дороже. Да, в RS тоже можно найти плюсы, например, вся электроника на BMW работает лучше, кроме подвески, плюс 1250 уже отлаженная платформа. А Guzzi V100 темная лошадка и не в каждом супермаркете на него запчасти, обратная сторона экзотики. Кто-то будет защищать RS, лично я бы в этом бюджете выбрал либо гиперуниверсальный Tiger 900 GT, либо более туринговый NT 1100, но все эти мотоциклы с V100 соперничать и не могут. Они воспринимаются пластиковыми, а Манделла это скорее элегантный винтажный мотоцикл, который хорошо управляется и гладко едет. Плюс Манделла всегда будет экзотичным мотоциклом даже в Европе, в отличие от всего перечисленного. Нет у него конкурентов, если вы все это цените.